Ну что ж, сейчас мы будем рисовать вот эту замечательную прическу. Вот такие вот сложные переплетения волос, косичку. И все будем достаточно точно рисовать. Здесь не будет никаких погрешностей, здесь практически будет все как на фотографии. Единственная камера, которая снимает, как я рисую, она находится немножко слева, и поэтому пропорции кажутся не такими. А в конце вы увидите, что вы увидите фотографии, вы увидите, насколько она похожа. Ну, сейчас я делаю набросок. Самое главное сейчас мне передать форму. Я просто соблюдаю вот эти вот линии, видите, как на фотографии. То есть мне нужно сделать все параллельно им у себя на рисунке. Просто без уточнений, пока грубо. Этого будет достаточно. Моя задача сейчас видеть вот такие вот формы по отдельности и в целом тоже, чтобы они приблизительно у нас были похожими. Еще раз повторяю, надо соблюдать вот эти параллельности, и потом просто между ними вот эти вот углы нужно как-то сгладить, в разных местах по-разному. Вот, видите, вот примерно так. Еще наружная поверхность нашей прически имеет очень много таких вот впадинок, и нам нужно их тоже все повторить очень точно. Когда у нас стоит сложная задача, достаточно просто разделить ее на этапы, и она становится не такой уж сложной. Вот сейчас вот я вижу вот среднюю часть, которая делится на три вот такие вот детальки. Во время рисования я обычно не думаю о том, что я рисую, например, волосы в данном случае. Я просто смотрю на какой-то объект, какой-то формы, неважно, странная она или не странная. Какие-то формы отдельно взятые могут вообще иметь настолько неправильный, чудаковатый вид. Не обращайте на это внимания. Самое главное передать вот похожесть этой формы. Как я уже говорил, мы разделили такую крупную деталь, как вот наша прическа, на несколько более таких мелких частей. Вот в данном случае вот так примерно я это вижу. И потом каждую вот эту отдельно взятую часть мы будем делить еще на какие-то этапы. И таким образом, когда мы будем работать с отдельно взятым этапом, не думая о других, мы достигнем своей цели. Вот здесь видите, каждую впадинку, каждую ямку я абсолютно так же повторил, как и на фотографии. Ничего не надо выдумать, делать нужно все точно так же, как на фотографии. Если у нас стоит задача нарисовать портрет с фотографии, то надо рисовать портрет с фотографии. Фантазировать не надо. Портрет это предмет, который требует сходства. Поэтому импровизация это не тот инструмент, который здесь нужно использовать. Это не пейзаж, это не натюрморт. Здесь любая черточка, любая погрешность уже показывает, что портрет не похож. Надо приучать себя делать все точно так же, как на фотографии.
Когда рисуете какую-то отдельно взятую деталь, вы обычно увлекаетесь ею и перестаете думать о целом. Вот в данном случае, особенно вот с такой сложной прической, постоянно нужно отслеживать, насколько вы уходите от целого или не уходите. Если так, то хорошо. Нужно постоянно мониторить этот момент, нужно контролировать. То есть вам нужно разделить весь объект на несколько крупных частей, потом отдельно взятую часть делите еще на несколько частей, но в рамках этой отдельной детали, которую вы выделили изначально. Все эти детали, которые внутри нее, нужно подчинить этой маленькой отдельно взятой детали. А она, в свою очередь, уже подчинена целому, то есть целой картинке. Таким образом, множество мелких сочленений каких-то элементов, каких-то черточек, деталей подчиняется все вместе одному целому. Ну вот обратите внимание, когда я рисую косу, мне нужно соблюсти несколько таких вот рамок, за которые нельзя выходить. Это, ну, например, если разделить косу на две части, где-то в районе середины она у нас сгибается. Вот. И верхняя часть, она толще, чем нижняя часть. И в этот момент нужно увидеть. Также нижняя часть, она имеет такой изгиб, она как бы повторяет форму дуги. Вот этот момент тоже надо учесть. Во время раскрашивания, если обнаружили какие-то недочеты, и вам показалось, что нужно где-то что-то покрупнее сделать, никаких проблем, можно это сделать в процессе раскрашивания. Вообще, когда вы рисуете, с самого начала, вот с чистого листа и до завершения работы, нужно всегда отслеживать, насколько ваша работа подчиняется целой картине. Потому что любой зритель, неважно, художник это какой-то профессиональный или простой обыватель, он сразу наблюдает ваш рисунок в целом. Он не вдается в детали. Он сразу видит в целом. Если где-то что-то имеет какие-то погрешности, это бросается в глаза. Когда художник увлекается отдельно взятыми детальками и друг с дружкой их не связывает, то обычно он и допускает такие ошибки. Постоянно нужно следить о том, как все друг с другом смотрится. Ну, например, глаза. Я частенько замечал у начинающих художников вот эти слизные каналы. Они вообще друг с другом очень часто никак не коррелируют. Один может быть выше, другой ниже. Они имеют такую форму, как бы идя к одному центру какому-то, две вот такие линии, которые сходятся в какую-то одну точку. Две дуги, которые сходятся в одну точку, я бы так, наверное, даже сказал. Вот это очень редко встречается, нужно на эти моменты обращать внимание. Отходите подальше,
смотрите издалека, просите кого-то еще. Есть хороший способ поднести зеркало к рисунку и посмотреть в отражении. Это заставит вас посмотреть на свою работу по-другому. Еще способ: можно сфотографировать и посмотреть на мониторе вашего телефона. Тоже будет другой взгляд, неожиданно другой взгляд. В общем, постоянно придирайтесь к целому, чтобы у вас все подчинялось целому. Это самое главное. Так, ну а что я делаю сейчас вот с нашей прической? В общем, те линии, которые я нашел карандашом, обозначил. Моя задача не потерять их, не затушевать во время раскрашивания. Вот, поэтому я прошелся по ним кисточкой среднего размера, особо не уточняя какие-то отдельные волоски. Самое главное, чтобы они у меня не потерялись, но в то же время очень четко показывали направление волос. Все, теперь я перехожу к следующему этапу. После того, как я обозначил самые главные линии, я взял кисточку побольше и начинаю идти от темного к светлому, как и на всех других уроках, на других каких-то объектах. Всегда идем от темного к светлому. Я буду повторять это в каждом уроке, пожалуйста, не обижайтесь. Я бы хотел, чтобы это у вас осталось в памяти как одно из самых важных вещей в рисовании, в понимании рисования.
Здесь я заранее подчеркиваю какие-то тонкие темные волоски, которые будут видны даже при завершении работы, как отдельные ярко выраженные локоны. Я их сразу обозначу, и дальше возьму большую кисточку и затушую всю пустоту, которую я вижу. Где-то светлее, где-то темнее. А вот эти вот линии, которые я сейчас обозначаю, они останутся и никуда не денутся. И в дальнейшем будут помогать мне ориентироваться на моем рисунке. Ну вот, как видите, мои локоны так и остались обозначены. Я их не смог затушевать даже большой кисточкой. И это хорошо. Сейчас я просто нахожу самые темные участки, которые еще не раскрасил. И вот такой вот кисточкой, самое оптимально по размеру для такой работы, я нахожу эти островки с размытыми краями, иногда переходящими в какие-то более очерченные края, вот как здесь, например. И на данный момент моя задача поработать кисточками настолько хорошо, чтобы это было достаточно для того, чтобы практически не использовать ластик, как если бы мы не знали даже о том, что еще можно поработать ластиком, но мы стараемся показать реалистичную прическу. Вот примерно до такого момента нужно работать кисточками. А потом мы возьмем ластик, и он сделает свое дело.
Здесь тоже нужно обратить внимание, что план действий изначально у нас был примерно такой. Что при раскрашивании, что при построении нашего рисунка мы сначала рисуем крупно, потом делим на какие-то участки, начинаем их уточнять. Дошли до такой стадии, когда уже нужно приступать к раскрашиванию. И при раскрашивании то же самое. Можно было бы взять какую-то крупную кисточку и сразу затемнить все самые темные участки и потом заполнить пустоты более светлыми. Но чтобы не затушевать наш сложный такой рисунок, мы сначала прошлись этой средней кисточкой, которую я сейчас рисую, и подчеркнули еще раз весь карандашный набросок, как бы обвели его, ну и в то же время немножечко уже подготовили некоторые места, там где будет размываться к этому размытию. В общем, такую подготовочку сделали для большой кисти. Получается, у нас обозначили еще раз контуры, потом взяли кисточку побольше, шли от темного к светлому. Осталось у нас остались большие пустоты, затушевали их большой кисточкой. И сейчас начинаем переходить уже от этих крупных задач к более такое мелкое, ну еще не совсем мелкое, скажем, примерно к среднему такому этапу. Сейчас мы его пройдем, потом у нас будет еще этап с уточнениями. Потом также ластик. В общем, принцип, алгоритм точно такой же, как на всех других рисунках сухой кистью. От крупного идем к более мелкому, от темному к светлому.
Немножечко подкорректируем наши погрешности, там где у нас кисточка заходила за края. Обратите внимание, все наши бугорки, вся наша вот эта кривая, которая идет сверху вниз, справа, слева направо и вниз, она повторяет все бугорки точно так же, как на нашей фотографии. Это все благодаря тому, вот как мы использовали наше построение, как мы использовали наши навыки для построения. Ну вот сейчас у нас идет последний этап подготовки к работе ластиком, и на этом первая часть заканчивается.